Так, мы находимся в царстве понтов Emirates Palace. Так, а вот самая знаменитая набережная Абу-Даби — Корниш. Корниш набережная, так называемая. Вот в этом здании Marina Mall есть башня. Наверху этой башни крутящийся ресторан. Мы направляемся в очень интересное местечко – Масдар-Сити. Так, нас загнали в подземную парковку отеля, что не может не радовать. И все, дальше паркуемся где хотим. Мы находимся у самого знаменитого отеля в Абу-Даби. Он же самый дорогой отель в мире. На его строительство ушло более 3 миллиардов долларов. Ежегодно на интерьеры этого отеля тратят 80 килограмм сусального золота. А длина пляжа составляет 1,5 километра идеальнейшего песка. Так, мы находимся в царстве понтов Emirates Palace. В здании 1002 люстры, 114 куполов, и территория отеля занимает 100 гектар. Что-то среднее между замком спящей красавицы и пещерой чудес из сказки Аладдина. Здание олицетворяет собой царскую роскошь. Но ведь именно это и хотят многие увидеть в Эмиратах. Так, вот алкогольное меню. Цену умножаете на 18, чтобы в рублях понять, сколько это стоит. Еще раз говорю, на 18 умножаете, и будет в рублях. Белые вина, розовые, красные. Это за бутылку, понятно. Ну вот, например, Цезарь салат. 90 дирхам умножаем на 18 тоже, да? Вот один из итальянских ресторанов Мецалуна. Еще раз говорю, умножайте цены на 18. Будет цена в рублях. Антипаста — это типа салатиков. Значит, пицца 108 дирхам, 44 умножаем на 18. Паста, они же макароны. Ризотто. Отель нереально огромный. А это одна из летних террас. Вдалеке виднеется Marina Mall и белоснежный пляж.
я его глажу, видишь? Вот я его глажу. Погладь, не бойся. Давай, гладь его. Перемалывали кофейные зерна, кардамон, куркуму, корицу и добавляли в разные блюда. В принципе, и сейчас арабская кухня достаточно специфична, очень много специй, но вкусно. Тяжелая штука, кстати. Это реальная фотография, сделана 50 лет назад. Я думаю, что дети, изображенные на этой фотографии, живут до сих пор. Вот, например, вот этот ребенок, не видно, вот этот, ходит где-нибудь в Дубай-моле и покупает себе дорогие одежды и аксессуары. Не то, что мы. Обратите внимание, вот эти висюльки, которые, да, висят, здесь изображение шейха Заеда мы видим. Я только что заметил, на самом деле. Платоническая солидарность, натуральная гармония. Так, а это счеты? Да, времени. Здесь рассказываются такие истории про то, как все это было создано. 50 лет назад ничего не было. Ля-ля-ля, тополя, нашли нефть. И все стало красиво, замечательно. Это такой павильончик мы попали. Павильончик очень современный и красивый. Такой на 2 стены экран. Идет кино. Какой великий арабский народ нашел нефть и создал чудо, жемчужину Арабского моря и Персидского залива. Так, а вот самая знаменитая набережная Абу-Даби — Корниш. Корниш набережная, так называемая. Отсюда красивые виды на город, на небоскребы. Тут же платный пляж идет. Сейчас уже вечер, он закрыт. Вот это здание Marina Mall. Очень похоже на здание в Дубае, отель Атлантис. Только оно здесь повыше, раза в 2. Вот в этом здании Marina Mall есть башня. Наверху этой башни крутящийся ресторан. То есть он за 1,5 часа совершает оборот 360 градусов. Крутяк? Ну и крутейший. Пошли. Мы попали внутри Marina Mall. И вот эта вот труба с лифтом ведет в тот самый ресторан наверху. К сожалению, это кафе на реконструкции. И туда даже лифт не поднимается. Написали, что башня закрыта, и там готовятся новые рестораны, потрясающие виды, аттракционы какие-то. Поэтому мы туда не попали. В Marina Mall есть батутный центр. Огромнейший просто. Поэтому, если вы приехали с детьми, то обязательно посетите этот торговый центр. Ну и вообще здесь очень много всяких развлечений, магазинов и всего-всего интересного. Мы направляемся в очень интересное местечко – Масдар-Сити. Этот район находится недалеко от Абу-Даби. Это первый в мире проект, который направлен на то, чтобы не загрязнять окружающую атмосферу. Так называемый «зеленый город». Смотрите, здесь даже уличные фонари работают от солнечной энергии. Попали в район Масдар. Сейчас мы ждем электромобиля, который отвезет нас посмотреть вокруг и привезет обратно. Обратите внимание, подсветка сделана прямо из-под перил, светодиодная. Это хорошее решение для тех, кто в коттеджах, домах делает лестницы, да, с перилами. Очень смотрится стильно. Макет района Масдар. И непосредственно место, где мы находимся, это вот это. Это комплекс зданий.
И на всех зданиях расположены солнечные батареи. Город будущего. Вот такого здания, по-моему, еще нету, но будет. Абсолютно везде солнечные батареи. Но это именно эко-город, который работает только от либо солнечных батарей, либо электрических. Вот, собственно говоря, электроавтобус. Ну, Тоже на солнечных батареях. Тоже на солнечных, да. То есть Солнечный автобус. здесь активно, кстати, Siemens участвует. Вот, есть даже здание Siemens отдельно. А вот тут нас ожидают электромобили. Но они не просто электромобили, они без водителя. И все это абсолютно бесплатно. Вот оно будущее. Будущее должно быть бесплатное. Итак, вот нам открыли дверцы. Так, мы сели в электромобиль будущего. Подъезжаем к паркингу, откуда мы выехали. Все, запарковались. Опа! Ну что, было здорово. Так, мы решили не ограничиваться одним разом и проехаться еще раз. А почему нет? Так, вот, у нас уже встречка пошла. Господи, как скучно, мы едем без водителя. Даже поспать не дают. Абсолютно урбанистический вид. Это необычная башенка, а 46-метровая ветряная башня. В нее заходит воздух, теплый, и оттуда уже выходит прохладный. Прохладно здесь, да? Прохладно здесь? Вот, да, за счет вот этой вот трубы. Вот если изнутри посмотреть в эту башню, то так и не скажешь, что там какие-то специальные конструкции или что-то такое, что может охлаждать. Но тем не менее, реально, вот мы сейчас ходили по этим улицам, и было прохладно, тогда как везде в Эмиратах достаточно жарко. Дома в Масдаре построены с учетом эргономики. Эти балкончики не просто так сконструированы, они создают тень, и таким образом здесь тоже достаточно прохладный тенек и очень приятно находиться. Это просто банк. Без людей. Какой-то гигантский дисплей. Очень оригинальный дизайн. А вот так можно зайти в банк, где стоят планшеты, взять и уйти. Но никто этого, естественно, не делает. Здесь так не принято. В этом университете также есть еще несколько бассейнов. Все для студентов. Все. Вот для студентов здесь спортивный стадион. Волейбол. Заказали чай карак, называется. Он вообще чай с молоком и со всякими специями, типа кардамон и так далее. То есть нам рекомендовали просто его взять. Это местный такой спешл продукт. Колоритный напиток. Обалдеть. Очень вкусно. Ира заказала шашлык-машлык. А? Я заказал люляп-кебаб. Кебаб-люляп. А Миланка? Макарон-шмакарон. Кафе «Арабия», в принципе, приятное такое местечко, интересный антураж. Можно покушать, есть интересные блюда, вкусный чай. В принципе, перекусить можно. Но место не туристическое. Ценник
средний. Я тут подумала, погода пока не очень хорошая. Может быть, нам сходить в Лувр? Ира, а ты ничего не перепутала? Мы же не в Париже. Нет, я ничего не перепутала. Да, тут не хухры-мухры, как прямо в аэропорту. Мы в музее, в Лувре. Продолжаем нашу экскурсию. Помимо самого музея, основным элементом здания это очень необычный купол. Он создан из 8000 металлических звезд, которые перекрывают друг друга и создают эффект звездного дождя. Так вот, такая конструкция создана для того, чтобы солнце не обжигало, но освещало при этом помещение. Этот купол накрывает галереи, между которыми проходят каналы с водой. Стен у него нету. Для монтажа купола использовали 4 опоры, и создается такое впечатление, что он просто парит в воздухе. Немножко цифр. Бюджет строительства составил 600 миллионов евро. Но самое интересное, что это далеко не все расходы. За использование бренда Лувр заплатили только 400 миллионов евро. Просто за имя. За эту сумму музей может пользоваться названием 30 лет. Различные экспонаты, там картины, скульптуры, какие-то реликвии предоставлены не только Лувром, но и другими музеями Франции. То есть, в принципе, от местного арабского эмирата здесь нет ничего от слова совсем. С другой стороны, кто не смог попасть в Париж, в Лувр, могут наверстать здесь упущенное. То есть экспонаты-то все из Лувра в основном. Парижского. Внутри это очень крутая выставка. Изображены различные эпохи. Немножечко напоминает на Эрмитаж, но все очень круто и здорово. Снаружи все очень красиво, крыша такая здоровская, ультрасовременная. Самый страшный аттракцион — это Flying Ace, летающие асы в переводе. В коротких шортах меня не пустили. Тут такой дресс-код. И сказали, чтобы я повязала сюда кофту. Так что на всякий случай всегда берите с собой чем повязать. Это пригодится. Ну чего, как дела, как обстановка? Тоже накаталась на этой машинке. Nice.
Что по мне, Феррари Парк, так это не об аттракционах. Это о любви к итальянской легенде. Музей сделан с арабским размахом. И даже если вы не фанат гоночных машин, если для вас двигатель это пустой звук, то посетите этот парк стоит хотя бы только ради аттракционов. Это того стоит, поверьте. На острове Саадиат есть еще один интересный музей. Называется Монарат Аль-Саадиат. Его еще называют местом просветления. Там нас хотят удивить интерактивными экспонатами. На выставке Ван Гога я главный экспонат. В принципе, нас уже начали ими удивлять. Почему нет? Не перестает удивлять тот факт, то, что иногда приходишь в какие-то места, и они бесплатны. Например, вот сейчас выставка, 2 выставки посетим совершенно бесплатно. Так вот, телевизионный стенд, он дублирует все, что находится на стене по годам. И в принципе показывает, ты остановился на определенной дате, он показывает некие сцены. Конкретно здесь фотографии, надписи, описание, что было. Переходим, допустим, в 1930 год. Март, Индия, Тербыр и Пассатижи. Выходим дальше. Мы находимся возле небоскреба Capital Gate. Наклон его составляет 18 градусов, а Пизанская башня 4 градуса. Теперь вы понимаете разницу. Да, масштабы башни, как обычно, поражают. Высота 165 метров, 35 этажей. На строительство ушло порядка 2 миллиардов долларов. Так, заходим внутрь, посмотрим, удастся ли нам пройти наверх. Мы уже спустились на первый этаж и находимся в холле Capital Gate.
Бахар. Их еще называют дома-зонтики. Почему их так называют? Потому что они покрыты специальными солнечными панелями, которые открываются в те моменты, когда на них светит солнце, и закрываются в теневой стороне. И поэтому они еще получили какую-то эко-награду, как самые экологичные дома мира. И вот видите, допустим, светит солнце и полностью закрыты панели, окна панелями. А правее немножко, да, вот как бы вот здесь, да, здесь они открыты. Соответственно, тут солнце не падает и... Таким образом, они охлаждают сами себя. Их еще, кстати, называют дома ананасы. Ну да, они похожи на ананасы, поэтому они как бы ананасы. Либо зонтики, либо ананасы. Кому как нравится больше. Вот такие вот интеллектуальные дома здесь строят. Очень интересно. Иногда бывает, проезжаешь и просто их не узнаешь. Они выглядят совершенно иначе. А вот здесь как раз мы видим, что половину открыто зонтиков, половину закрыто.